Привет, привет, друзья! Еще одно видео, где я просто разговариваю, потому что я хочу, чтобы мы познакомились и чтобы вы послушали русский язык от носителя языка. И я надеюсь, мой телефон не трясется. Я еще не привыкла держать селфи-палку. Обычно я просто ставлю ее на стол и не придерживаю. Здесь приходится держать ее самой, поэтому я надеюсь, все хорошо. Но если что, извините. Так, и сегодня я решила поговорить про мое имя. Почему я вообще решила поговорить про это? Это потому, что буквально позавчера мне написал студент и задал мне вопрос, как твое имя пишется на русском языке. То есть на английском языке я пишу имя вот так вот, а на русском языке он не знал, как писать. И я подумала, что на самом деле я довольно часто получаю такие вопросы, то есть получаю такие сообщения с таким вопросом, и вот я решила сегодня вам рассказать про мое имя вообще, как его писать, что оно значит, и такую предысторию моего имени, почему меня назвали именно Надя. Да, кстати, хороший момент. Нужно напомнить, что меня зовут Надя. Может быть, кто-то не знает, может быть, кто-то забыл. Так, ну и начнем с того, что мое имя пишется на русском языке вот так. То есть часто люди думают, что его нужно писать Надия, но нет, оно пишется Надя. И это краткая форма, сокращенная форма моего имени. То есть полная форма моего имени звучит Надежда. Вот, вы можете видеть здесь сейчас на экране, и оно означает hope. И, кстати, в украинском языке мое имя, полная форма моего имени пишется Надия, а сокращенная форма моего имени тоже пишется Надя. И произносится Надя, как и в русском языке. И, конечно же, означает оно тоже hope. Так, вообще такую предысторию хочу рассказать моего имени, почему же меня так назвали. Мои родители довольно долго не могли выбрать имя для меня, они постоянно ругались и постоянно не соглашались, никак не могли прийти к единому мнению, к единому соглашению. В общем, они ругались, и в конечном итоге было два имени, то есть они не могли выбрать между двух имен. Папа хотел, чтобы меня назвали Надя, но мама была против, потому что так звали мать моего отца, то есть так звали мою бабушку по линии папы. И мать была категорически против, чтобы меня звали так же, как ее мамину свекровь. Да, в общем, такая история. А мама хотела, чтобы меня назвали Нина. Но здесь тоже такой момент, что Нина — это имя тоже моей бабушки, но со стороны мамы. То есть это мать моей мамы. Думала, кто-то идет. И папа был тоже категорически против, чтобы меня назвали Нина, чтобы меня звали так же, как его тещу. То есть он вообще этого не хотел и слышать об этом тоже не хотел. В общем, они тоже ругались. И я родилась 24 сентября. А 30 сентября мы отмечаем праздник. Это церковный праздник. Его отмечают православные христиане. И этот праздник называется День памяти святых мучениц веры, надежды, любови и их матери Софии. Здесь я хочу уточнить, что Вера, Надежда, Любовь — это женские имена. Вера означает faith, Надежда — hope, это я, и Любовь означает love. Вот. И поскольку я родилась 24 сентября, как я сказала, и близился вот этот церковный праздник, родители решили выбрать между двух имен, они решили выбрать имя Надя в честь вот этого православного праздника. И поэтому меня назвали Надежда, сокращенно Надя. Я, честно сказать, рада, что меня назвали все-таки Надя, а не Нина. Я не знаю почему, но имя Надя мне нравится больше, чем Нина, поэтому я благодарна, что выбрали это имя, а не какое-либо другое. И еще хочу рассказать такой интересный момент, что до 22 лет мне не нравилась полная форма моего имени. То есть я не любила, когда меня называли Надежда, и я никогда не представлялась Надежда, только в очень редких случаях. Чаще всего я говорила Надя, то есть и мне нравилось, когда ко мне обращались просто Надя. Я не любила полную форму моего имени, потому что мне казалось, что оно какое-то такое грубое, резкое, то есть, не знаю, мне не нравилось, как оно звучало, как-то так Надежда. Слишком грубо, я так считала. Но потом после 22 лет
в моем окружении начало появляться все больше и больше людей с этим именем. То есть я как-то чаще начала слышать полную форму моего имени, и поэтому я привыкла, и сейчас мне нравятся обе формы моего имени, и Надежда, и Надя. То есть я считаю, что это красивое имя, я рада, что меня так назвали. И сейчас мне нравится и полная форма моего имени тоже. А вообще, друзья, что думаете вы по поводу своего имени? Вам оно нравится? Почему вас так назвали? У вас есть какая-то предыстория вашего имени? Спасибо большое за просмотр этого видео и вообще спасибо за то, что вы смотрите наш канал. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, и я желаю вам всего-всего хорошего. Пока-пока, до встречи в следующих видео. Пока!